Доброе утро всем, ребятки. Так, сегодня у нас часть вторая. Пылесос. Пылесос той моей машине, которую показал вам в первом видео. То есть это TE DRS6A. Еще оно, ну вот это TE, наверное, серия. Потому что этот же TE и это серия, наверное, этой линейки. Не вдавался в подробности. Вот оно тут все. Как-то цифры меня не сильно интересуют. Интересен сам машин. Вот это то, что пылесос я покупал уже отдельно. TDE, DRS, ну тут D, тут А, тут, в общем, не силен я вот в этих. Это достаточно было понять. Когда покупал вот этот свой перфоратор, хотел, чтобы и вот это было сразу как бы в комплекте оно все. Но, к сожалению, они не делают. Почему? Не знаю. Плюс вот этот вот пылесос, назовем его так, или как правильно, не знаю, не у всех машин есть. Из разных соображений. Но вот я когда вот с первым со своим распрощался, перфоратором, то я уже выбирал плюс, ну там был на 36 вольт, а этот на 22. Там уже не было, хотел вернуть его, опять же, его купить, но он там помощнее, побольше, но, во-первых, не было таких задач. Не жалею, классный был, все, супер. Но плюс там уже не было вот этого вот пылесоса к нему. Вот это вот как бы два таких решающих фактора. Купил, вернее, задачи и вот это вот. Поэтому купил отдельно, лежит вот так вот отдельно, так его и таскаю. Когда, не знаю, когда сломается этот или рассыпется эта картонка, она довольно плотная, ну и сделаю ящичек какой-нибудь. Тогда уже сделал ящики на это. Так, вот так это все выглядит. Просто такая вот коробочка. Дешевенькая. Так, вот так оно все таскается, все носится, все это. Вот. Сейчас продемонстрирую, как работает на машине. Коробку уберу. Коробку уберу, чтобы не мешало. Так. Вот. Здесь внизу контейнер. Вот. Фильтр там, вот откуда все идет, да, фильтр меняется, все. А там еще была такая маленькая заглушечка, по-моему, она, я вот точно не помню, сейчас посмотрим, я вот, секундочку. Да, закрывается этот. Ну вот так сделано, закрывается. И чтобы мусор вы не высыпали, если там куда-то несете. Ну я не знаю, нужна она или не нужна, она такая вот лишняя, не лишняя. Так, ну как бы я сразу все чищу, но, наверное, насыпалась уже с фильтра. Вот. Немножко там мусор есть. Какая полячка. Так, да. Все, вот такой фильтр туда сразу вставляется, вычищается, высыпается. Так, все, снимается же потом вот. То есть нажимаем, вот она опускается, защелка. Так, ставили, защелкнули. Ну, свет уже не работает, к сожалению, не знаю, почему так не продумано. Так, а это же, слышите, как добегает вентилятор внутри. Так, сверло мазать не буду, так как сверлить ничего не будем. Вот, поставим такое самое подлиннее сверло. Поставим. Сейчас покажу. Не получится. Ладно, через него поставим. Все. Так, ну а теперь нам нужно выставить
чтобы сверло уже отсюда торчало. Все есть, да? Потому что вы сразу как начнете, чтобы у вас уже вот оно, и уже там будет сверло. А сверлить мы будем, например, там 5 сантиметров. Ну вот выставляете глубину 5 сантиметров отсюда и сюда. И уже все. Больше чем 5 сантиметров оно не заедет. Вот принцип этого пылесоса. По своему опыту хочу сказать, что дополнительный какой-то пылесос уже не нужен. Вот эти вот... Что еще, вот сюда вот когда сверлите, чтобы, если тут вот грязная часть, в пыли или так далее, чтобы на чистой стене не оставили какой-то след. Если оно потом этим предметом, который вы там, для которого вы сверлите, не закрыло. Вот это вот пару раз я уже забывал, тоже были у меня такие неприятные моменты, пришлось потом подтирать. Вот, потом всегда подкладываю сюда эту бумажечку. Вот, оставляют, ну вот имейте в виду. Вот, так что, ну или вот все уже, не посверлите, или наоборот же открываем полностью, но выставляете такое, но вам все равно нужно вот все дальше не будем сверлить, или полностью будем сверлить. Но в любом случае нужно все равно сначала, чтобы такой кусочек был, вот, чтобы потом же как оно работает. Теперь, почему покупал для пылесоса? Почему покупал для пылесоса вот эту вот отдельную штучку? Длинное сверло, ну, да, это вот тут сколько там, 16 сантиметров там, или 20, ну а если 30 или 40, 50, все, вот эту часть вы уже не соберете. Поэтому вот покупал вот такой вот для пылесоса, уже сверлите через него. Так, это мы снимем. Вот это вам не нужно, нам не нужно. Так. Поэтому покупал вот это вот насадку вот отдельную. Думал еще, что она работает с этим. Скажите, я скажу, что можно сверлить потолки. По инструкции нельзя. По инструкции нельзя. То есть вы вот так вставляете. Получается тут расстояние, вот видите какое, оно будет забирать, не будет забирать то, что будет, не знаю, в общем, с потолком еще не пробовал. Или мощный пылесос должен быть, потому что это все к потолку прилипает, ну, черная там, это резинка, а сюда это все засасывает. У меня пылесос на кучке, потолки не пробовал, вот. Пару раз использовал, потом сразу мыл, правда, на это выглядит как новый, но нет, пользовался уже. Вот. Не было возможности проверить, но в магазине, скажем так, надо мной пошутили, сказали, да, все будет. Ну а потом, когда разобрался, так-то понятно, вот оно сверлит, сюда сразу сыпется, тут собирается, там падает, понятно. Ну а потолок-то будет сыпаться сюда. Может что-то защищает, может что-то это, но опыта нету с этим. Вот. В следующем видео покажу пылесос, для которого, ну вернее, с которым я работаю. Покупал маленький мобильный. Вот это, по-моему, стало что-то в районе 50 баксов. А вот этот пылесос где-то в районе 180 баксов. Вот. Так что вот такой вот наборчик для без пыли, без грязи. Вот. На аккумуляторах, независимо ни от кого, пришел, сделал и пошел. Это ваше имя или наше имя, и это цените вы его, не цените, хотите, не хотите. Это уже, конечно, на вас. Естественно, цена, ну, тут уже каждый решает для себя сам. Не хочу сказать какие-то там плохие, дешевые. Есть у меня товарищ, он считает, что Parkside с Lidl, с магазина вот этой немецкий Lidl, это для хобби, ну для домашнего этого, вполне себя оправдывает. Достаточно 2-3 раза сделать, выбросить, купить новый.
Ну, я придерживаюсь другой стратегии. Вот. Один раз и навсегда. Поэтому Силти спокойный, доволен как слон, работает. Вот. На других инструментах этой линейки были какие-то недоразумения, вопросы. Расскажу, как решалось, что было. Что было, как решили. Так, ничего идеального нет. Бывают всякие нюансы, ну и как эти нюансы и проблемы решаются, это тоже показатель сервиса и так далее. Ну, вот такой вкратце, ребятки, обзор. Кому будет что интересно, спрашивайте, подскажу, что буду знать. Инструментов у меня в Хилти много. Вот. Работаю я с ним давно. Ну и думаю, что буду продолжать и дальше работать. Есть некоторые материалы, которые, вот они же занимаются тоже противопожарной частью. Плюс вот эти вот расходники, не знаю, как-то кажется, там у меня по сравнению, ну и тут цена не дешевая, но там вот именно с этими материалами там сильно круто. Замазать стену противопожарной пеной там, или этой ерундой, там какой-то пастой, она стоит по отношению к некоторым другим 5 раз дороже, в 4 раза дороже. Ну, как она потом сработает, когда будет дом гореть, сказать не могу. Ну, говорю, там не эксперт, там не могу сказать. С этим доволен, вопросов нету. Та цена, которая есть, меня устроила, поэтому купил. Поэтому, если у кого-то устраивают Девалки или еще там Bosch или еще что-нибудь, дороги богом. Нравится вам Нива или Тойота, ну то ездите на Ниве или на Тойоте. Главное, чтобы вам было комфортно и удобно. Вот это вот самое главное. Если вы докажете работать, получить удовольствие от молотка с кувалдой, то почему нет? Ну вот, так вкратце, вот вторую часть я вам подсказал, поэтому что знал, естественно. Если что будет интересно или хотите там будете узнать, всегда спрашивайте. Камера сверху это GoPro 9. Камера справа это Pocket 2 Osmo. Ну а камера слева это ветеран, ребята. Ветеран. Но еще живет и работает Panasonic 200. Так что дедушка свои позиции не сдает. Так, всем спасибо, ребятки. И до скорых встреч. Будем дружить. Всего доброго.